Всем привет! В этом видео мы поговорим о AI-агентах, AI-workflow или рабочих процессах, да, и алгоритмах, сравним их в действии, и я расскажу основную проблему AI-агентов и почему все видео снимают про этих агентов, и они сейчас на хайпе. Поехали! Итак, 95% AI-агентов не работают, и в этом видео я сейчас расскажу вам почему. Потому что те, кто разрабатывает AI-агенты и показывают на YouTube, как красиво они работают, это, можно сказать, proof of concept. То есть это идея, как они должны работать, и они показывают лучшие результаты, которые они достигли. Но для продакшн систем они еще не готовы, потому что нет стабильности. И вот на этом примере я покажу один из примеров, почему нет стабильности. Вот в данном случае мы видим AI-агента, который ответственен за то, что валидировать качество постов, которые генерируются предыдущими системами. То есть на него приходят, в данном случае мы видим 10 постов, и он их должен провалидировать. У него какие инструменты доступны? Давайте посмотрим. Это get brand brief, то есть это берется brand brief компании, get previous posts, предыдущие посты, которые уже опубликованы, и gen content feedback. То есть этот инструмент как раз отвечает за то, что возвращает какой-то... То есть вот на вход получает пост, а возвращает результат, оцененный по какой-то метрической системе, по какой-то системе, да, то есть от 1 до 10, от 0 до единицы, то есть тут неважно. Но факт в том, что эта система оценивает, и в зависимости от нее агент должен принять решение пропустить его дальше, либо попросить его улучшить. Давайте откроем промпт. Тут в промпте я покажу, тут в принципе описано все детально. Ну, как бы там, что у тебя есть в доступе какие-то инструменты, и вот очень важные моменты, которые, что ты не должен продолжать дальше, пока ты не опрувишь, ну, то есть не подтвердишь, что пост качественный, а пост качественный, чтобы подтвердить, нужно использовать get content feedback. Так вот, смотрим, что 10 постов сделано, но этот инструмент был вызван только 4 раза. 4 раза этим агентом. Что это значит для нас? Для нас это значит, по сути, то, что 6 постов были пропущены. То есть они не были переданы в этот инструмент, который должен оценить его. И, соответственно, он пропустил все 10, то есть, видимо, 4, которые он туда отдал, вернули результат, что они хорошего качества, а остальные 6 он просто самостоятельно принял такое решение, решив не использовать инструмент, и пропустил их дальше. То есть здесь ключевой момент — это то, что когда вы к AI-агенту подключаете инструменты, все-таки, какой бы вы промпт ни писали, все-таки это как относитесь к нему как к человеку, то есть окончательное решение за ним, то есть, ну, что-то ему взбрело в голову электронную, и он решил, что не будет использовать его, то есть он на свое усмотрение будет их использовать. И это одна из основных проблем, которые приводят к ошибкам AI-агентов. Для примера покажу вот дополнительный узел. То есть он использует тот же самый инструмент get content feedback, но, как мы видим, это существует не как агент, а как дальше просто один из узлов этого workflow, рабочего процесса. И получается, что здесь мы уже гарантированно проверяем каждый пост. И как видите, что часть постов были возвращены обратно. То есть не все они были качественные. То есть здесь надо понять самое главное, что и агентов лучше использовать в каких-то условиях, которые динамические, которые нужно раздумывать, как человек, да, которых нужно раздумать, подумать, какой инструмент использовать. А если вы гарантированно хотите, чтобы инструмент использовался, то лучше используйте отдельным узлом его. То есть и агента мы рассмотрели, это само workflow, то есть это отдельный узел. И еще один компонент — это алгоритмы. Алгоритмы — это, вот я здесь создал отдельный workflow, и мы смотрим, здесь на входе просто 5 постов, и здесь написан алгоритм. Алгоритм, который можно посмотреть, в принципе, позитивные слова, негативные слова, то есть какие-то там критерии по длине его, и тут добавляются либо отнимаются очки, и на выходе мы получаем какой-то гарантированный результат. То есть если мы сейчас, например, запустим этот
Давайте посмотрим. Вот теперь у нас есть выход с 5. И каждый пост оценен, то есть, видите, пост score 1, 0.3, 0.1, 0.2. То есть вот эти 0.2, видите, они очень плохие. И преимущество алгоритмов то, что они как раз работают стабильно. Одинаковый вход, одинаковый выход. И тут основная идея этого видео в том, что я хотел для вас донести, то что не надо сразу строить AI-агента. То есть это топ-уровень, и в большинстве случаев он не нужен, потому что AI-агенты это уже я предлагаю вам использовать, когда вы понимаете, что вам точно нужен AI-агент. Я бы начинал на вашем месте, и это будет в следующем видео, то есть как строить workflow, с чего начинать и как выбирать, какой из инструментов использовать. Здесь я бы начинал, например, понимание, а точно нам AI-агент нужен, либо достаточно нам вызова LLM-модели. Или же, возможно, нам подойдет алгоритм. Алгоритм — это лучшее решение, потому что его легко тестировать, его можно улучшать, и вы гарантированно знаете результат. С вызовом LLM вы добавляете дополнительно слой галлюцинаций и ошибок, которые нужно будет обрабатывать. То есть либо еще раз ее вызывать и верифицировать output, либо оставлять как есть. А AI-агенты — это еще, вы добавляете еще больше вариаций и галлюцинаций. То есть вы используете уже инструменты, подключать к нему инструменты, которые он использует по мере своей необходимости, как он считает нужным. Это самое главное, что я хотел донести в этом видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, какие вы хотите следующие видео. Это, конечно же, будет влиять на то, что я буду снимать, потому что я пока не понимаю, люди, которые пишут, я снимаю на это видео. Люди, которые не пишут, я не знаю, что вам нужно знать про векторные базы данных, про разобрать подробнее, как строятся системы, разобрать больше интерфейс n8n, либо какие-то системы, как деплоить на виртуальный сервер n8n. То есть пишите в комментариях, от этого зависит следующее видео. Пока-пока!